Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре я хочу с вами поделиться процессом декорирования бархатных сердец. И это будет как вариант для подарка своими руками на День Святого Валентина. Также поделюсь процессом обтяжки плоского пенопластового сердца диаметром 9 см. Надеюсь, видеообзор вам понравится и будет полезен. Приятного просмотра! Для того, чтобы обтянуть плоское сердце, я сделала вот такой шаблон из простого картона. Сначала сердце я обрисовала по контуру на картоне, а затем добавила примерно 1,5 см. Процесс обтяжки такой же, как и любого другого сердца. Посмотреть, как обтянуть сердца других диаметров, можно по ссылкам вверху. Заготовки из бархата я уже вырезала и приступаю к процессу обтягивания. Но сначала нужно подготовить заготовку к работе. Для этого я, как всегда, буду использовать канцелярский нож и аккуратно прорежу шов на сердце. После того, как шов прорезан, поверх сердца я накладываю бархат и, начиная с низа, обтягиваю сердце. Напоминаю, что бархат нужно придерживать сверху рукой, чтобы он никуда не съехал. После того, как низ обтянут, перехожу к срезу сердца. И обязательно проверяю, совпадает ли срез на бархате и срез на сердце. И только после этого я фиксирую рукой бархат и начинаю обтягивать верх сердца. При обтяжке плоского сердца вырез нужно подрезать немного ножницами. Так бархат на всем сердце ляжет ровно. После того, как все сердце будет обтянуто, свободный бархат возле среза я зафиксирую с помощью горячего клея. Далее видео я немного ускорил, но все важные моменты буду озвучивать. Вторую сторону сердца я обтягиваю точно так же. Начинаю с низа, затем перехожу к срезу сердца и продолжаю на боковинах. Сердце диаметром 9 см готово, и теперь я с вами поделюсь процессом декорирования двух сердец. В прошлом видео я вам показала, как обтянуть сердце диаметром 12 см. Посмотреть можно по ссылке вверху. Мне пришла идея соединить два сердца вместе и задекорировать их. Получится душевный подарок своими руками ко Дню Святого Валентина. И еще к большому сердцу я хочу добавить крючок, чтобы впоследствии двойное сердце можно было повесить на елку. Закрывать швы на сердцах я буду цепью со стразами в золотом обрамлении шириной 2 мм. В качестве дополнительного декора я буду использовать перья красного цвета и вот такой кабошон-квадрат. Для крючка я буду использовать металлизированный шнур длиной 16 см в золотом цвете. И на обратную сторону большого сердца сделаю бант из красной ленты шириной 5 см. Для создания банта понадобится два отрезка по 24 см, а также нитка с иголкой и зажигалка. Чтобы бант получился ровным, согните один отрезок напополам, таким образом вы отметите середину на нем. А затем на этой отметке соедините два конца отрезка и начинайте соединять их с помощью нитки с иголкой. Дабы видео не затягивать, процесс создания бантов я не снимала, а посмотреть более подробно можно по ссылке вверху. С помощью горячего клея присоединяю к сердцу крючок. Так как к большому сердцу будет приклеено сердце поменьше, из-за этого центр тяжести сместится. Поэтому крючок я немного перенесу вперед, зафиксировав его горячим клеем. Теперь на маленьком сердце я фиксирую свободный бархат на вырезе с помощью горячего клея. И, конечно, все эти некрасивые места на сердцах я закрою с помощью тесьмы шириной 0,5 мм золотого цвета. Очень было много вопросов от вас по поводу этой тесьмы. Я ее покупаю у себя в стране в хобби-магазине.
магазинах. Но вы просили поделиться ссылкой на AliExpress, и я ее там нашла. Уже заказала, жду посылку, поэтому по поводу качества ничего не могу сказать. Но вдруг кто-то так и не нашел у себя в городе такую тесьму, поэтому ссылку я оставлю в описании под видео. И как только посылка придет с этой тесьмой, я, конечно, с вами сразу поделюсь в видеообзоре. И еще хотела вам напомнить по поводу прямой трансляции елочного шара в бархате в карете. Проголосовать можно во вкладке «Сообщество». И на сегодняшний день лидирует дата 28 января в 17:00 по местному времени. После того, когда все моменты учтены, добавлен крючок, закрыты все некрасивые места, теперь можно приступать к обрамлению шва. Клеить цепь со стразами на шов я буду с помощью клея B7000. Сначала на шов наношу немного клея для того, чтобы цепь со стразами зафиксировалась на бархате. По истечении пару минут продолжу закрывать шов на сердце с помощью цепи со стразами. При закрытии шва таким образом нужна аккуратность. Также цепь нужно немного натягивать для того, чтобы она легла ровно по шву. И если где-то появилась какая-то погрешность, это можно легко исправить с помощью пинцета. И еще хочу напомнить, что цепь я всегда отрезаю на одно звено больше, так как при проклейке она немного ужмется и потянет за собой свободный край. Теперь это сердце нужно отложить в сторону для того, чтобы клей сделал свою работу, скрепил между собой все поверхности. Далее точно таким же способом я закрою шов на сердце диаметром 9 см. Это сердце я тоже пока откладываю в сторону для того, чтобы клей схватился, и пока за это время подготавливаю все для декора. И еще за это время собираю бант на обратную сторону большого сердца. Заготовки банта я, как всегда, скрепляю с помощью горячего клея и закрываю шов на нем с помощью тесьмы золотого цвета шириной 0,5 мм. Все готово, и теперь можно приступать к основному декору сердец и соединить их вместе. Соединять их вместе я буду вот так. Далее между стыком двух сердец я добавлю перья. Также добавлю перья на малое сердце, чтобы закрыть некрасивый шов. И на срез малого сердца я приклею кабошон в виде квадрата, при этом перевернув его. Перед тем, как приклеить малое сердце к большому, сначала я приклею перья. Теперь примеряю малое сердце и приклеиваю его с помощью горячего клея. Клей на всю поверхность наносить не нужно, так как края не будут идти впритык. И вот такая красота уже получается, смотрится очень нежно. Теперь я добавляю кабошон на срез малого сердца. Клей здесь тоже наносить на всю поверхность не нужно, так как верхний край кабошона не будет прилегать к поверхности. Напоминаю, что при работе с горячим клеем нужно сразу фиксировать между собой поверхности, так как горячий клей очень быстро остывает и попросту они не схватятся между собой. Почти весь декор завершен, осталось добавить перья на срез малого сердца и добавить бант на обратную сторону большого сердца. Для декора среза малого сердца я подобрала перья меньшего размера, чтобы все смотрелось гармонично. Получается очень красивое двойное сердце, а главное сделанное своими руками. И я думаю, в качестве елочной игрушки такой вариант будет смотреться на елке очень интересно и красиво. Бант к сердцу я фиксирую, как всегда, с помощью горячего клея. После того, как я приклею бант к сердцу, появится небольшая проблема. Из-за того, что это сердце, бант лег неровно и края слишком торчат. Что я делаю в этом случае? Я соединяю две заготовки банта с каждой стороны между собой горячим клеем. Затем верхнюю часть каждой стороны банта я креплю с помощью горячего клея к самому сердцу. Располагаю позади шва самого сердца. То же самое делаю с нижней частью с каждой стороны банта. Благодаря такому решению бант будет лежать ровно и не топорщиться со всех краев. Соответственно, само изделие будет смотреться аккуратно. И вот такое красивое двойное сердце получилось. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой вариант подарка ко Дню Святого Валентина, либо же использование такого двойного сердца в виде елочной игрушки. Буду ждать от вас обратную связь. А на сегодня это все. Я очень
очень надеюсь, что видеообзор вам понравился и был интересен. Если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. До встречи на канале, всем пока!